bless you. Thank you very much. Друзья, привет! Я Альбина, и я все еще блогер, и все еще гуляю по старинной части Нюрнберга. Второй по численности город Баварии, после Мюнхена. Проживает более 500 тысяч человек. И эта историческая старинная часть города Альтштадт во главе с Нюрнбергской крепостью расположена прямо в центре Нюрнберга по обе стороны реки Пегниц. Сейчас вашему вниманию представлен современный каскадный фонтан Чаша 1977 года. Еще одна современная скульптура 1972 года – мировая торговля. Информации в интернете мало, но вот учитывая надпись, здесь написано «Turn and Taxes Bank». Этот банк создала одна небедная немецкая княжеская семья, которая раньше изготавливала серебряные и золотые слитки. Ну, а смысл, не знаю, как может быть то, что эта семья правит миром. А впереди вдалеке виднеется колонна Победы. Этот военный мемориал был создан в 1875 году в честь жителей Нюрнберга, которые погибли во франко-прусской войне. Сам мемориал изготовлен из красного мрамора, вот снизу видны фамилии погибших, а сверху бронзовая фигура Победы, которая в левой руке держит корону, а правая приподнята и сжимает лавр. А также можно увидеть и позолоченный щит с гербом Нюрнберга. Слева находится ресторан Траволта. Ну уж не знаю, как-то связан он с актером Траволта. Но ресторан итальянский, по отзывам, пицца, паста здесь изумительные. Хорошо, что возле исторических зданий, монументов находятся кафешки, где вот можно спокойно хотя бы взять кофе, посидеть, поразмышлять, рассмотреть. По правую сторону от меня галерея Чарльза Фазина. Это новаторский рассказчик с богатым воображением, который использует множество деталей в своих уникальных трехмерных творениях, скажем так, 3D-картины. Коллекционеры восхищаются им, потому что он может передать красочно, с чувством юмора всю суть своей картины. Заходить не буду, потому что это уйдет очень много времени. Ориентир возле моста Карла. А вот и сам Карлов мост, Карлсбрюке, соединяющий два берега реки Пегниц, которая, в свою очередь, делит старинную часть Нюрнберга на два района – Зебальдерштадт и Лоренштадт. Ну, понятно, да? С одной стороны находится церковь Лоренца, на другой – церковь Зебальда. А вот и сама река Пегниц. Она протекает через весь Нюрнберг и возле города Фюрт сливается с рекой Редниц, третья буква «Д». И вместе они образовывают реку Регниц, третья буква «Г». Не забудьте – Пегниц, Редниц, Регниц. Карлов мост был построен в 15 веке. Он делится на две части. И свое название он получил в честь императора Карла IV. Мост украшает два обелиска с имперскими символами – орлом войны и голубем мира.
Друзья, переходя этот мост, я перехожу в другой район старинного Нюрнберга. И снова итальянское кафе «Диссимо». Старый Нюрнберг так и преследует дух Римской империи. Обратите внимание на окна этого здания. Они непрозрачные, раньше у всех такие были. Как будто сделаны из дна бутылок, да? И только у знатных, богатых людей, если одно маленькое окошко с прозрачным стеклом из Венеции было, то это считалось большой роскошью. А вот интересно, именно эти окна старинные или сделаны под старину? Ведь в конце Второй мировой войны, 2 января 1945 года, американцами был Нюрнберг разрушен на 92%. Обратите внимание на эту башню впереди, это водонапорная башня. Знаменитая церковь Лоренца, она же Лоренскирхе, она же церковь Лаврентия. Обратите внимание над порталом готическую розу. Портал красивый. Я вот удивляюсь, что в то время могли вот так строить. Еще хотела вам показать, чтобы вы обратили внимание, слева вот находится такой вот, скажем, инструмент железный, вот прикреплен к стене. И там размер его 167 сантиметров. Прибавить еще 2 сантиметра и будет мой рост. Вот таким инструментом измеряли раньше высоту церкви. Я хочу сказать, что вот этот железный инструмент, он оригинальный. Помним, да, что весь город подвергался бомбардировке, и в том числе эта церковь тоже отреставрирована. А вот этот дом Нассау, вот эта вот часть ее, да, вытянутая, вот как башня, вот он уцелел. Самое старинное здание в Нюрнберге. Впереди фонтан добродетелей. Был создан из бронзы в XVI веке немецким скульптором и символизирует как 7 качеств человека. Это вера, надежда, любовь, мужество, умеренность, терпение и справедливость. Справедливость находится на самом высшем уровне. Впереди кафе «Питер Пен». Помните, да, такую сказку, мультфильм? На многих зданиях Нюрнберга подвешены фигуры, как вот на этом. Они символизируют, во многих случаях, кто вот живет в этом здании, да, и чем он занимается, а Нюрнберг – это город ремесленников, вот тот свою деятельность вот так выражал в виде фигур. Впереди катастрофа. Магазин швейцарского шоколада Линд. Шоколад я, очень люблю.
поэтому не удержусь, зайду. Этот бренд берет свое начало из Цюриха. Один швейцарец открыл маленький магазинчик в начале в Цюрихе. Ну, потом уже вот видите, да, что случилось. Разошелся по всей Европе. У него есть фабрики теперь и во Франции, в Германии, в Австрии. И до 2002 года действовала фабрика и в Ханты-Мансийске. Это целая династия сейчас работает в Линде. Ну, сейчас без комментариев, просто пройдусь, посмотрю цены, вам покажу. Друзья, вот результат. Не выдержала душа поэта. Я прикупила немного шоколада, взяла кофе, чизкейк. И вот, наслаждаясь, любуюсь на центральную площадь Нюрнберга. А Дон Корлеоне передает вам большой привет из итальянского ресторана напротив. Вот здесь рождественская ярмарка проходит, эта вот площадь. Здесь же и прекрасный фонтан, да, он так и называется, прекрасный, и церковь Марии. Впереди, видите, здание старинное, с крышей такой, как будто это колпак ведьмы или звездочета. Это дом престарелых. Иду я такая, гуляю по горбатому мясному мосту. А почему он мясной? Так потому что здесь были мясные лавки. И раньше мост был деревянный, это его в 15 веке уже сделали каменным. А это вид на мясной дом, где продавали мясо. Мост украшает портал лежащего быка, который одной стороной опирается на бывший мясной дом, а другой примыкает к мясному мосту. И латинская надпись на портале гласит: «Все вещи имеют свое происхождение, то есть начало и рост, но этот бык никогда не был теленком». Сейчас на первом этаже мясного дома находится кофейня Starbucks. И снова современное искусство, абстрактный памятник, большой тотем. Ну, смысл
Не могу объяснить. Додумайте сами. Мне напоминает ноздри. Путь я свой держу на Нюрнбергскую крепость, которая находится на скале. Вид оттуда шикарный. Название города Нюрнберг берет начало от слова «нор» – каменная скала, на которой находится крепость, и «бург» – замок, Нюрнберг получается. Друзья, чтобы не растянуть видео, я это видео завершаю, будет продолжение. Смотрите следующее видео, если вам интересно. До новых встреч! Чус!